Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я по вашим просьбам покажу вам рецепт творожных куличей. Эти куличи, так сказать, куличи на скорую руку. Их даже куличами назвать нельзя. Это обыкновенные кексы, но из-за того, что мы их кладем именно в формочки куличей, они и название приобретают такое – куличи. Этот рецепт для всех тех, кто не переносит дрожжевую выпечку, кто не успевает испечь, кто просто-напросто не дружит с дрожжевым тестом. Рецепт легкий, несложный и очень-очень быстрый. Попробуйте испечь эти куличи. Мне кажется, всем он пригодится, этот рецепт. Ну что, мои дорогие, начнем? Сегодня, мои дорогие, у нас будут самые легкие куличи. Отправляем в посуду 170 грамм сливочного масла, мягкого. Сюда же добавляю 250 грамм сахара. Пол чайной ложечки соли. Ваниль или ванильный сахар, у кого что есть. У меня 1 капсулка ванилина. Все это нам нужно будет взбить. Просто хорошенько перемешать. Куличи у нас сегодня будут творожные, не дрожжевые. Тесто будет очень-очень быстрое, на разрыхлителе и на соде. Сюда же добавляю творог. Здесь у меня 300 грамм творога. Творог у меня домашний. Если у вас магазинный, то обязательно его нужно будет протереть через сито. И продолжаю взбивать. 4 яйца. Добавляем все яйца сразу. Духовку включаем разогреваться сразу же на 180 градусов. – 50 мл апельсинового сока и 1 чайная ложка соды. Добавляем в яичную масляную смесь. И здесь у меня цедра от 1 апельсина. Все это хорошенько перемешиваем. 220 грамм муки. Муку просеиваем обязательно. – 15 грамм разрыхлителя. И все перемешиваем лопаточкой. Нам уже миксер не нужен. Добавляю остаток муки. У меня в общей сложности уходит 220 грамм муки. Если у вас сухой творог, то у вас уйдет 200 грамм муки. Перемешиваю хорошенько. Тесто получается густоватое. Видите, с лопатки оно спадает. Не стекает. И добавляю клюкву. Здесь у меня 50 грамм сушеной клюквы. Ее нужно будет помыть хорошенько и обсушить. И 100 грамм изюма. Точно так же моем и сушим. Добавляем. Если вы хотите, если у вас нет клюквы, можете добавить 150 грамм изюма. Можете порезать чернослив, курагу, что вам нравится из сухофруктов, можете сюда добавить. Но больше 150 грамм не добавляйте. Потому что тесто так и так тяжелое, и сухофрукты придают еще большую тяжесть тесту. Сегодня я буду выпекать куличи в 2 формах. Формочки у меня по 16 сантиметров в диаметре. Если у вас есть маленькие формочки, выпекайте в маленьких формочках. Получается в маленьких формочках и красиво, и вкусно, и быстро. Я буду куличи выпекать приблизительно 45 минут. Если у вас формочки будут маленькие, то вам потребуется где-то 35-40 минут. У меня получается 2 больших кулича. Наполняем тесто формы на 2/3. И отправляем выпекаться в разогретую духовку на 180 градусов на 2-ю полочку снизу. Выпекались куличи у меня сегодня 45 минут ровно. И сейчас делаем глазурь. Так как куличи у нас все-таки сегодня не настоящие, и глазурь у нас тоже сегодня будет не такая уж настоящая. Здесь у меня 150 грамм сгущенки и 1 столовая ложка лимонного сока. Перемешиваем, и видите, какая густая становится сгущенка тут же на глазах. За счет лимона эта глазурь и высыхает очень быстро. Нужно будет дать куличам хорошенько остыть, и уже потом сверху смазываем глазурью.
И уже украшайте на свой вкус. Хотите, посыпьте разными посыпушками, хотите орешками, а хотите ничем. Вот так просто оставьте и все. Я посыплю сегодня разноцветными посыпушками, золотыми, серебряными. Это, конечно, все съедобное у меня. И разноцветными сверху. Обязательно дайте куличам хорошенько остыть, а потом уже их будете резать. Сейчас порежем и посмотрим, какие они у нас получились на срезе. Это очень хороший вариант для всех тех, кто не хочет выпекать дрожжевую сдобную выпечку, не хочет делать, и кто вообще просто кому нельзя дрожжевую выпечку. Посмотрите, какие они у нас получились. Этот рецепт вам пригодится и для просто кексиков. Очень вкусное кексовое тесто и быстрое. Глазурь не прилипает абсолютно к рукам, они у меня постояли где-то около часа. И вот такие они у нас получаются на срезе. Влажные, тяжелые, они не легкие кексы, но очень-очень вкусные, мои дорогие. А запах апельсина вместе с ванилью вообще придает им запах бесподобный. Бесподобный аромат им придает, не запах. Что, мои дорогие, будем прощаться. Сегодня я вам показала, по-моему, самый легкий вариант куличей. Попробуйте испечь. Это тесто вам пригодится, рецепт этого теста вам пригодится и просто даже для обыкновенных кексиков. Будем прощаться, мои дорогие. Поздравляю всех с наступающей Пасхой. Желаю всем добра, мира и здоровья. Заходите ко мне на канал, подписывайтесь, если, конечно, вам нравятся мои рецепты, и будем дружить. Всех люблю, мои дорогие. Пока-пока, до новых встреч.